На краю старого ранчо, среди холмов и растрескавшихся полей, жил мужчина по имени Ричард. Он унаследовал землю от отца, как тот от своего. Ферма была заброшенной и полузабытой. Никто из соседей давно уже не заглядывал, а сам Ричард вел уединенную жизнь, восстанавливая дом, очищая колодец, приводя в порядок поле. Все, что у него было, это труд, тишина и несколько старых писем, оставшихся от матери, погибшей при странных обстоятельствах, когда он был ребенком. Среди всех построек на участке был один старый амбар, накренившийся от времени и поросший бурьяном. Двери его были заколочены, а замок проржавел до черноты. Отец всегда говорил, чтобы Ричард туда не заходил. После смерти родителей он почти не вспоминал про амбар, словно внутри него скрывалось нечто чужое. Но однажды, перебирая доски на чердаке, он нашел старую карту участка, где амбар был отмечен красным крестом. Что-то внутри подсказало ему, пора открыть дверь. Он взял лом, сбил гвозди и с трудом отворил тяжелые створки. Внутри пахло пылью, железом и чем-то приторно-гнилым. В углу под брезентом он услышал шорох. Осторожно приблизившись, он откинул ткань и замер. На полу, в цепях, сидела молодая девушка. Тело ее было худым, кожа бледной, почти прозрачной, а волосы свисали спутанными прядями. Она смотрела на него не с испугом, а с ясностью, как будто давно ждала. Ее руки были стянуты железными кандалами, ржавыми, вросшими в кожу. Он помог ей встать, привел в дом, дал воды. Девушка едва держалась на ногах, но ее взгляд оставался острым и неподвижным. Он задал единственный вопрос, кто она. Она произнесла свою фамилию. И Ричард онемел. Фамилия была его собственной, не просто похожая, идентичная. Он видел ее на обложках семейной библиотеки, на гравюрах и в документах. Та же самая, с той же орфографией, с тем же родовым шрифтом. Фамилия, которую носили только члены его семьи. Он открыл старый семейный альбом. Страница за страницей, поколение за поколением. И вот портрет, нарисованный углем с датой 1891. Девушка с того портрета смотрела тем же взглядом. Он прочитал имя под рисунком. Эвелин Р. Блейк. Она исчезла без следа за более чем 100 лет до его рождения. Запись в хрониках: пропала при странных обстоятельствах, тело не найдено. Последняя известная дочь рода. После нее тишина, и потом уже его ветвь, потомки брата Эвелин. Ричард не понимал, как это возможно. Время, плоть, память — все смешалось. Но цепи были настоящими. И глаза живыми. Он чувствовал, как история дышит сквозь щели в стенах дома. Как амбар, в котором он нашел ее, больше не кажется частью реального мира. Как будто это место узел, затянувшийся слишком туго во времени. Он не задавал больше вопросов и не пытался объяснить, только молча сидел рядом и смотрел на нее. На свою собственную кровь, осколок прошлого, который каким-то образом оказался в настоящем. Или никогда его не покидал. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.